Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать вас на канале «Жизнь женщин». Сегодня мы поговорим о сумках, судьбе и о нашей жизни в целом. На первый взгляд может показаться, что эти темы не связаны между собой, но это не так. Сумка – это символ нашей судьбы, ее содержимое многое говорит о женщине. Археологи находили сумки, возраст которых более 5000 лет. Первобытные люди хранили там крайне необходимые вещи: скребок для шкур, кожаные нитки, нож, небольшой запас еды. Мужчина нес в руках оружие, его задача была защищать и добывать, а женщина должна была нести все нужные вещи, да еще за детьми присматривать. До сих пор мужчины не любят занимать руки чем-то посторонним и передвигаются налегке, рассовав мелочи по карманам. А женщины всегда выходят из дому со всем набором нужных вещей на день, а то и на неделю. Сумка – это не просто вещь, это неотъемлемая часть женщины. Без нее не обойтись, в ней вся твоя жизнь, вся судьба. Само слово «сумка» происходит от вышедшего употребления «сума», по латыни означающее мешок, закрепляемый на седле вьючного животного. В гробницах древних египтян тоже находили несколько сумок, где было собрано все, что понадобится человеку для путешествия по загробному миру. У каждой женщины своя идеальная сумка. Она может быть разной формы, размера и цвета. Это может быть небольшой клатч, огромный шопер или практичный рюкзак. Любая сумка – это символ судьбы своего владельца. Она прекрасно демонстрирует ваш характер, привычки и жизненный путь. Сумка дает женщине чувство защиты и уверенности. Мы используем ее как щит, ставя на колени и ограждаясь от всего мира, и как маленький склад, в котором можно найти практически все, что угодно. Если сумка большая и прочная, это значит, что вы серьезно подготовились к жизни. Но можно иметь и вторую сумочку, изящную и маленькую, которая будет характеризовать свою хозяйку и сохранять женскую энергию. Перейдем к содержимому сумки. Если там лежат старые билеты, ненужные чеки, фантики от конфет и прочее, тогда наведите там порядок. Вместе с порядком в сумке придет и порядок в вашей жизни. Сумка – это сакральное пространство, поэтому рваная подкладка, пятна – совершенно неприемлемые вещи, ведь это отражение вашего внутреннего мира. Не позволяйте вашей сумке превратиться в сумму. Разница в том, что в сумке все аккуратно разложено по своим местам. Монеты и купюры не валяются в хаотичном порядке. Она выглядит аккуратно и внутри, и снаружи. Сумма же признак нищего человека. Туда собирали подаяние, вещи там были в абсолютно хаотичном порядке. Ни о каком благополучии и достатке и речи быть не могло. Хотите изменить свою жизнь? Начните с малого. Начните с сумки. Этот процесс не такой простой, как кажется. Перебрать содержимое сумочки так же сложно, как пересмотреть собственные взгляды на жизнь. Но вы обязательно справитесь. Очень хорошо, когда от сумки исходит приятный запах. Можно немного надушить ее своим любимым парфюмом. Старайтесь не бросать свой оберег, где попало. Ваша сумка должна быть только у вас в руках. Только в этом случае она не будет собирать разную энергетику от разных людей. Любовь и уважение к своей сумке благотворно влияет на ваше благополучие. Следите за тем, чтобы в сумке всегда был порядок и чистота. Как определить характер женщины по содержимому ее сумки? Идеальный порядок. Такая сумка принадлежит холодной, разумной, стрессоустойчивой женщине. Все решения она принимает головой, а не эмоциями. Она крайне вежлива, надежна и исполнительна. Большинство проблем решает кредитной картой и телефонными звонками. Все, что нужно в жизни. Вероятнее всего, эта сумка будет у практичной, уверенной в себе женщины. Она достаточно мудра и дальновидна. Ее очень сложно застать врасплох.
Из своей сумки она, как фокусник, может достать все, что угодно для решения любой проблемы, причем не только для себя, но и для окружающих. Все, кроме того, что нужно. Скорее всего, такая сумка принадлежит мечтательной и крайне безалаберной женщине. В ее жизни нет места порядку и практичности, зато с ней весело и никогда не бывает скучно. Она вообще не думает о проблемах, а когда те застают ее врасплох, хлопает глазами и не понимает, что делать. Итак, какой должна быть в идеале ваша сумочка? Во-первых, она должна быть крепкой и опрятной, не иметь дыр, потертостей и оторванных элементов. Если не хотите, чтобы через прорехи утекло все ваше благополучие, своевременно покупайте новую. Во-вторых, сумка должна соответствовать вашему уровню жизни. Не экономьте на ней, но и не покупайте очень дорогую. Хотите повысить уровень своей жизни, постепенно увеличивайте стоимость сумки и старайтесь ему соответствовать. В-третьих, выберите ту модель, которую действительно хотите. Не загоняйте себя в рамки моды и делового этикета. И не важно, что это будет – деловой портфель, кожаный рюкзак, изящная сумочка через плечо, огромный шопер или небольшой клатч. Не думайте ни о чем. Купите ту, которой душа лежит. Несколько рекомендаций, как сделать вашу жизнь лучше. Хотите, чтобы водились деньги? Следите за тем, чтобы они были в кошельке, а мелочь не валялась по всей сумке. Деньги притягиваются к деньгам, так что держите в отдельном кармашке бумажные купюры, а не только пластиковые карты. Чеки очень быстро копятся, забивая все отделения и кармашки вашей сумочки. Вытащите их, переберите. Наверняка большая часть из них уже не нужна. Не копите свои траты, копите эмоции. Лекарства. Надоело болеть? Не храните в сумке пустые блистеры. Следите за тем, чтобы отдельные таблетки не раскатывались по сумке. Не носите с собой те лекарства, которые не нужны, а то и вправду понадобятся. Ключи. Традиционно ключи – это символ богатой и знатной женщины. В былые времена их носили на показ, прямо на поясе, в качестве украшения и одновременно оберега. Относитесь к ключам уважительно. Выделите для них отдельный карман и не бросайте, где попало. Косметика. Всем женщинам хочется выглядеть идеально в любых обстоятельствах. Чтобы не брать с собой лишнего, заведите небольшую косметичку и ограничьте повседневный набор ее объемом. Мусор. Да, и это добро наверняка найдется в вашей сумочке. Обертки от конфет, использованные носовые платочки и прочий хлам, который стыдно просто бросить на землю, а урны рядом не видно. Тут даже говорить нечего. Вычищаете в первую очередь. Ваш талисман. Обязательно положите в сумку какой-то предмет, который вам дорог и вызывает положительные эмоции. Не обязательно, чтобы это был религиозный символ. В заключение хочу сказать, что женщина не может идти по жизни с пустыми руками, она всегда несет тяжкий груз. Это груз неотложных дел и повседневных обязанностей. Она постоянно решает бытовые проблемы, преодолевает тяготы и лишения. Нельзя отправляться в такой дальний и сложный путь без припасов. Так пусть с вами всегда будет ваша верная сумочка, а в ней все, что требуется, чтобы встать одной против всего мира и победить. Но не забывайте наполнять ее только вещами. Бережно складывайте в нее благие дела, аккуратно копите хорошие эмоции и радостные моменты. Кто знает, возможно, когда-нибудь вам пригодится все накопленное в земной жизни, ведь путь может и продолжиться. Попробуйте сменить свою сумку, и тогда изменится все. Ваш гардероб, ваша походка, настроение, ощущения от жизни. Поменяв сумку, наведя там порядок и пересмотрев ее содержимое, вы можете скорректировать свою судьбу в нужном направлении. Поделитесь впечатлением в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик.
А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.